Приветствую! В этом уроке мы создадим Pose Constraint. Итак, добавим null, куб и сделаем так, чтобы трансформации куба полностью определялись трансформациями нула. Для этого мы берем глобальные трансформы нула и просто записываем их в глобальные трансформы нашего куба. Все, теперь куб полностью следует за нулом, повторяет все его трансформы, а сам по себе не двигается. Но это не очень интересная версия Pose Constraint, потому что хотелось бы, чтобы куб не перескакивал к нулу, а сохранял свое относительное положение. Для этого нам надо, прежде чем строить constraint, сохранить где-то начальные местоположения куба и нула. Делается это с помощью свойства staticAnyState, которое как раз предназначено для хранения трансформации объекта в один конкретный момент времени. Значит, когда мы создали это свойство просто пустое, но если мы выберем setReferencePoses, то оно как раз запишет в себе информацию о текущем местоположении куба. Делаем то же самое и с нулом. Все, теперь у этих двух объектов есть staticAnyState, который хранит в себе начальное местоположение этих двух объектов. Давайте их добавим к iceDerivу. Значит, для того, чтобы куб сохранял свое относительное расположение относительно нула, надо, чтобы его локальные координаты в системе координат, связанные с нулом, были неизменны и совпадали с координатами в начальный момент времени. Чтобы найти эти локальные координаты, надо воспользоваться матрицей трансформации этого нула. В прошлом уроке мы выяснили, что, зная локальные трансформации, глобальный можно найти, умножив их на матрицу трансформаций. Но мы сейчас знаем глобальные трансформы куба, поэтому, чтобы найти его трансформы в локальной системе координат, связанной с нулом, нам надо умножить на матрицу обратную к матрице трансформаций этого нула. Поэтому мы просто умножаем глобальные трансформы куба в начальный момент времени на матрицу обратную к матрице глобальных трансформаций нула в начальный момент времени. В результате этого умножения получается локальные трансформы куба в системе координат, связанной с нулом. Ну а теперь нам надо эти локальные трансформы перевести в глобальные трансформы куба путем умножения просто на матрицу трансформации нула. Все, и записываем это в Global Transform куба. Ну, сейчас ничего не произошло, потому что в начальный момент времени Global Transform и staticAnyState совпадают, и поэтому при перемножении эти матрицы сокращаются. Но если мы начнем двигать null, то наш куб будет двигаться за ним и сохранять свое относительное местоположение, а сам не будет двигаться. Ну, если мы хотим теперь изменить взаимное расположение куба и нула, то надо просто переписать staticAnyState у куба и у нула. Применяем constraint, и точно так же у нас куб сохраняет свое относительное местоположение. Если мы поменяем местоположение куба или нула, но не перепишем staticAnyState, то при применении constraint куб перескочит в свое местоположение, которое определяется старым staticAnyState. Ну все, на этом урок давайте закончим.